Дмитрий, наверное, вот Да, все-таки, да. без отчества. Да, как вам удобно? Без отчества. Дмитрий, огромное вам спасибо, потому что за вами я наблюдаю уже года 3 пристально, и мы пересекались в разных ситуациях, но всю вот эту прогулку у нас не складывалось. То зима, то осень, то эпидемия, то чума, то еще новые обстоятельства. Я вам страшно благодарна, что вы встали в раннюю рань и приехали сюда на Гоголевский бульвар. Ну, если зрители еще не поняли, мы мы все-таки сидим за шахматным столиком, потому что в этом году Гоголевский бульвар возобновил совершенно замечательную советскую традицию. Помните, вы играли вообще в шахматы на В бульваре? детстве играл, на бульваре не доводилось. Вот, а у меня папа приходил сюда следить за чемпионатами мира по шахматам. Выносили огромную шахматную доску чуть подальше. Вот. Ну и надо сказать, что летом, не знаю, то ли местные жители, то ли давно уже живущие в любимых Кузьминках, все-таки приезжают сюда шахматными досками. И тут, я прошу прощения, правительство Москвы нам сделало такой подарок москвичам. Вот. Мы в шахматы, наверное, играть не будем, хотя я так понимаю, что вы, и я все-таки умеем. Как передвигать фигуру, мы еще помним. Мы еще с вами, помним, да. Вот, но мы отправимся на прогулку по любимому моему и вашему, естественно, району. И сюжет и тема у нас будет сегодня совершенно необыкновенная. Мы будем поднимать голову повыше и рассматривать барельефы, горельефы, тоже встретите, и рельефы, да, на московских зданиях. У меня любимая книга детства, естественно, «Мифы Древней Греции» в пересказе, в переводе, в переложении Куна. Но я еще вспомнила, я когда готовилась к встрече с вами, у меня на 4-м курсе в университете я писала диплом. Я сравнивала переводы Жуковского и Гнедича. Можете себе представить? Вот. Как жалко, что тогда все это было напечатано на машинке, и сейчас я этот свой реферат найти не могу. Но я так понимаю, что сюжетов «Илиады» на московских фасадах огромное количество. И не только «Илиада», есть сюжеты по произведениям Овидиев, и поэтому разнообразие здесь действительно очень богатое. Вот. Вы абсолютно правы, вот изучение фасадов в контексте античных рельефов, античных тем, оно потрясающе интересное. И, к великому сожалению, большинство из нас, москвичей, ну и даже гостей столицы, мало обращает внимание на фасады, мало обращает внимание на эти рельефы. А вы правы, да, в детстве мы все изучали мифы, мы что-то помним, но со временем... Одиссей, Гектор, Ахилл, Приам, все эти имена москвичу точно совершенно известны. Но получается так, что люди, кто этими вопросами не занимается, эта тема не интересует, все-таки теряют эти знания. А вот изучая рельефы, это позволяет вернуться в те исследования, в те истории, которые мы в детстве изучали, и более того, их пересмотреть и осмыслить по-новому. Мы посмотрим с вами рельефы на тему, который делал Сантино Кампиони, на тему Троянской войны из Одиссеи. И там совершенно интересные будут моменты, которые показывают, как авторы по-разному интерпретировали самого Гомера. Так вот, возвращаясь к теме античности, вот дом, около которого мы сейчас находимся, тут есть сюжет с Персеей и Андромедой. Опять Андромеда, Кассиопея. Куда же без нее? Кассиопея, Даная. Смотрите, вот глядя на один рельеф, сколько мы всего можем вспомнить. И астрономию, и античность, и Рембрандта. Поэтому вот изучение этих фасадных рельефов, знакомство с ними, оно открывает огромный мир для нас. Это крайне интересная история. Пойдемте этот домик посмотрим. Давайте. Ну, смотрите, это дом архитектора Петровича начала 20 века, а в начале 21 века этот дом полностью был перестроен. Внутри там все было переделано, надстроено 2 этажа. Но по фотографиям начала 20 века мы понимаем, что вот те рельефы, которые мы сейчас видим на фасаде, они, вероятнее всего, ну, практически наверняка такие и были. И вот для нас представляет интерес 2 рельефа, 2 сюжета. Один на уровне 4 этажа, вот я просто покажу его покрупнее,
это как раз сюжет, о котором мы с вами чуть выше говорили, Персей и Андромеда. И вот смотрите, здесь какие есть детали. Мы видим девушку, которая цепью прикована к скале. Мы видим юношу, у которого крылатые сандалии. А сверху этого рельефа мы видим Горгону Медузу. И мы сразу вспоминаем этот сюжет, да, когда Персей возвращается домой, встречает вот эту прикованную девушку, ее спасает. Персей и Андромеда. Слушайте, ну какая медуза-то, а? Медуза потрясающая. На самом деле это очень интересная иконография, потому что если вспомнить историю и мифологию, и интерпретацию мифологии в античное время и потом эллинистический период, в архаику и эллинистический период, там меняется очень сильно. И если в керамике, например, 6-7 веков до нашей эры медуза изображалась в виде страшного такого монстра, она вызывала ужас, она вызывала тревогу, то в эллинистический период меняется на самом деле мировоззрение и меняется иконография. Есть знаменитая скульптура «Медуза Рандвани», о которой писал Гёте. Там совсем другой образ. Там милая девушка, крылышки на голове, и там меняется на самом деле метафора этого мифа. А здесь мы видим вот эту страшную медузу, это как раз отголосок этой именно архаики. Ну, этот сюжет понятен, мы его прекрасно можем прочитать, вспоминаем и Данаю, вспоминаем и Рембрандта картину, да, Даная в Эрмитаже. Но есть еще один сюжет, который чуть ниже, а он заслуживает особого внимания. Вот смотрите, мы здесь видим женщина, которая, очевидно, с некой такой явно выраженной заботой обращается к, ну, скорее всего, это такой пухлый младенец, мальчик, у которого в руках трезубец. И мы сразу вспоминаем некоторые сюжеты, которых писал Плиний и писал Овидий. Если вы помните, Рея, она спасла не только Зевса, но вот по этим авторам она спасла еще и Посейдона и отдала его на воспитание своей сестре Тафиде. То есть это Посейдон? Да, вероятнее всего Посейдон. Мы можем так это попытаться интерпретировать, исходя из того, что мы видим трезубец. Но здесь давайте скажем одну очень важную вещь. Не верьте никому и не верьте мне. Почему? Мы даем свою интерпретацию. Что имел в виду автор, мы не можем это точно знать, мы не видим ни документов, ни каких-то описаний. И есть один очень интересный сюжет в Москве. Это на самом деле реплика рельефа Бертеля Торвальдсена на такую античную тему. Ее мы можем как-то интерпретировать, ну, примерно вот так вот, разбирая, как этот сюжет. Но есть воспоминания друга Бертеля Торвальдсена, который описывает, а что мыслил автор. Это совсем по-другому. Но нас интересует в этой истории другая вещь. Вот мы видим здесь трезубец, да? А вот посмотрите, сверху фотография 1987 года, до реставрации, когда дом был еще жив. Внизу вот та фотография, которую я вам показывал. Потрясающе, да? Ну, во-первых, вы видите, насколько изменилась иконография, насколько невнимательно, неуважительно, непрофессионально подходили реставраторы, воссоздавая эту иконографию. Слушайте, это еще 87-й год. 87-й Еще можно год, было да. ожидать Да, более да. тщательного подхода. Да, да, Это что-то это как бы две совершенно разные абсолютно. Но самое главное, мы здесь не видим, трезубца. мы не видим трезубца. Но опять-таки, давайте будем откровенны. Мы понимаем, что это рапорты, да, повторяющиеся элементы, и, к сожалению, мы не знаем, а было ли на других таких фрагментах трезубец или весло. Поэтому вот смотрите, насколько отсутствие уважения, насколько отсутствие внимания, профессионализма у реставраторов меняет на самом деле для нас восприятие вот этих И образов. совершенно искажает. Абсолютно. Вы меня, Дмитрий, поразили, потому что если посмотреть телосложение, да, совершенно обоих разные. персонажей,
совершенно разные. Это какая-то такая барочная композиция, да, а там у нас совершенно такой вот Ну, древнегреческий. здесь говорить даже не о чем. Даже говорить не о Это чем. полнейшее неуважение, это полнейший непрофессионализм, неуважение к истории. Я так И вот так понимаю, мы теряем на самом деле нашу историю. Я так понимаю, что это такое общее место. Все те фасады, которые мы будем рассматривать, так или иначе содержат ошибки, Да. да, и Они разные. Есть ошибки, ну, скажем так, в кавычках, семантические, как в данном случае. Есть ошибки иконографические, когда просто, ну, неправильно там какие-то элементы воссозданы или уничтожены, мы с вами посмотрим. А есть ошибки, которые связаны просто с тем, что, ну, на самом деле не ошибки, это просто уничтожаются рельефы, да, заменяются на новоделы. Поэтому... а что вот это малообразованность, да, непрофессионализм, поспешность? Или всё вместе? В данном случае я считаю, что здесь все вместе. И самое главное – это финансы. Это начало 2000-х годов, лужковское время. Все были заинтересованы, чтобы быстро, эффективно освоить бюджет. К сожалению, этот принцип во многом перешел в наши десятилетия. И плюс ко всему, сюда, в Москву, пришел принцип реставрации, который был заложен, я не хочу ничего сказать плохого о Петербурге, но когда воссоздавались действительно уникальные объекты, Царское село, фонтаны, да, Петергофа, они воссоздавались, это было понятно. Но принцип воссоздания, к сожалению, реставраторы из Петербурга принесли в Москву. Далеко от оригинала. Далеко от оригинала, да. И более того, даже я вот делал публикацию по поводу воссоздания скульптур в Калининграде. Там сами авторы этого проекта, понимая, что они сделали неправильно, пытаются это обосновать Почему? разницей психологии художника 21 века и 19. Прекрасная идея. Мы обосновываем разницей психологии непрофессионализм. Вот такая забавная история. Мы пересекли площадь Пречистинских ворот и дошли до дома Валентина Евгеньевича Дубовского. Да, в Москве есть дом, если назначишь встречу у дома под рюмкой, то люди, которые ходят на экскурсии по Москве, уж точно совершенно придут в нужное место. Давайте тогда проясним, если можно, вопрос с рюмкой. Давайте, да. Я не буду повторять те городские легенды, которые рассказывают про заказчика Якова Михайловича Филатова. А давайте мы обернемся лучше к документам и посмотрим на чертеж, который Дубовской сдавал в городскую думу, в комиссию строительную. Вот как выглядел авторский замысел этого здания. Сейчас я покажу чуть крупнее сам этот фрагмент. Вот смотрите, вот как это задумывалось автором. Мы совершенно точно с вами понимаем, что сверху это не донышко рюмки, это нечто, мы не можем точно сказать что, но это точно не рюмка. И вот эта легенда, что автору, архитектору была заказана перевернутая рюмочка, мы точно понимаем, что это не так. Поэтому это такая симпатичная городская легенда, но которая, наверное, Есть еще все-таки... легенда про рук изобилия, что как будто бы Валентин Евгеньевич Дубовской под впечатлением от оперы Садко в Большом театре и по годам более-менее подходит. Возможно, Поэтому да. вот такая версия, что это такой вот Ну, если это- поэтизированный рок изобилия. Если Хотя рок тоже изобилия, он очень своеобразный. очень да. своеобразный. Хотя, откровенно говоря, вот такая водная тематика, водная стихия в
фасадном оформлении этого дома, она есть. Если мы посмотрим внимательно вот рельеф, который, собственно говоря, вот под этой, условно говоря, рюмочкой, а чуть-чуть в сторону отойдя, Чудовище. это рыба. 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 Это стилизованная рыба. И вот те рельефы, которые над входными группами, там женские образы, все-таки там что-то напоминает нам водную стихию. Хотя в целом оформление этого фасада крайне интересное, оно крайне нетипичное для модерна. И вот если мы посмотрим на женский образ, который на предпоследнем этаже, рядом с кондиционером, видите, там в вытянутом овале, там на самом деле спрятано лицо женское, оно очень странное. Страшное, я бы сказала. Страшно, да. И вот когда мы говорим, наша ассоциация с женскими образами модерна, это Кекушев, это Валькот, это милые, симпатичные, загадочные, волшебные женские лица. Полиции. Не всегда, Да? не всегда. То вот этот образ, это совершенно отдельная история. И что имел в виду здесь Дубовской, конечно, крайне интересно было бы узнать. Но возвращаясь к этим документам, я бы отметил еще одну вещь. Москва – единственный субъект федерации, который своим законом об архивном фонде Москвы запрещает, фактически запрещает независимым исследователям иметь свободный доступ к архивным документам, к тем зданиям, которые сейчас сохранились. Там выстроена некая такая юридическая организационная процедура, которая требует каких-то разрешений. Реально выполнить это невозможно. Невозможно. Поэтому все прекрасно понимают, что это просто запрет на доступ к этой информации. Еще раз подчеркну, единственный субъект в Российской Федерации. Петербург все отсканировал, Да, все да. находится в доступе. Можно, сидя дома, открыть любое архивное дело и посмотреть. Но поскольку я тоже немножко пытаюсь работать в архиве по этому району, этот бег с препятствиями... Это нереально, это нереально. По снесенным домам, пожалуйста. Да, поснесем, да. Удивительная история. Ну, а сейчас давайте мы посмотрим еще один загадочный рельеф. Его на самом деле очень трудно разглядеть, и то, что я буду говорить, увидно только, когда вы рассматриваете фотографию. Ну, давайте подойдем и посмотрим. Входная группа, первый этаж над входной группой, второй этаж, и над вторым этажом, видите, вытянутый рельеф. Что вам там бросается в глаза? Ну, прежде всего, это какие-то растения, да, какой-то растительный орнамент. А посмотрите внимательно, что на самом деле мы там видим. Видите, в центре и справа тут два загадочных женских лица. Вот они. Ой, ужас какой. И опять-таки мы видим то же самое, что на предыдущей маске, непонятные образы. Но этот рельеф еще чем интересен? Он асимметричен. Да, мы понимаем, что модерн с точки зрения архитектуры это, как правило, асимметрия, но когда мы говорим о фасадных декорациях, особенно вот такого типа, все-таки, как правило, это всегда была симметрия. А здесь абсолютно этого нет. И вот что имел в виду Валентин Евгеньевич, трудно понять. Вот посмотрите крупно вот эти две женские маски, вот они. Очень странные. И я вас уверяю, что практически никто, даже специалистов, которые занимались Дубовским, вообще не знает о существовании вот этих двух масок. Проинтерпретировать и высказать какие-то предположения я даже не берусь, я просто делюсь этим наблюдением, потому что мало кто о них знает. Вот удивительно, что архитекторы, ведь это же такая единая какой-то, не знаю, театральная пьеса, правда, у Дубовского, ну неважно, работает он с Невинским, да, или работает самостоятельно, это всегда абсолютно придуманный сюжет. И вот удивительно, что архитекторы те самые люди, которые не оставляют мемуаров, заметок на полях, и самое фантастическое, что документы, да, с которыми они работают по домам, они не представляли никакой ценности. И даже находя что-то в архиве, да, ты, как правило, все равно не подбираешься близко к замыслу. Да. Хорошо, если был какой-то товарищ, оставил письма, да, а так, ведь действительно, это же какая-то такая вот единая, целостная задумка.
Ну, особенно у Дубовского, конечно, все его фасады, а то, что на Арбате эти готические, условно говоря, готические замки, все это выставлено в одном стиле, в одном замысле. Этот дом принципиально отличается. Он очень загадочный дом. Я читаю какую-то заботу, да, там, Ну да. там вот эти два, они, вот как раз они, видите, они симметричны. Я здесь читаю все-таки какую-то заботу, какое-то внимание, но опять-таки через вот эти линии что-то вот напоминает с морской темой, да? Да, да. Это неуловимая какая-то связь, неуловимая ассоциация, но она у меня, по крайней мере, возникает. Вот какими-то элементами он передает это ощущение. Поэтому вот в целом для меня этот образ этого фасадного декора, он ассоциируется именно с морской темой. Ну что, мы вышли на Причистенку, дорогу Царского Богомолья, самая нарядная и многострадальная улица Москвы. И дом, где Софрина, где была одна из первых московских аптек Фарбрихера. И соседний домик, который я помню как место занятий, да, где были разные кружки. В советское мое детство этот дом теперь станет одним из самых красивых, престижных, с лучшим видом домов в Москве. Это инвестиционный проект, правильно? И здесь, конечно, когда такие, как я, совершенно не посвященные в подробности и детали, как Дмитрий, я прохожу, думаю, ну, слава богу, отреставрировали, да, балкончик обсыпался на головы арбатских прохожих, сейчас его укрепили, но даже я вижу, что фасад совершенно новый, или мне кажется? Ну, я бы сказал так, он стал, как любят у нас в Москве делать, как было, только красивше. Это чудное выражение, моя однокурсница его придумала, я постоянно им пользуюсь. Сделайте как было, только красивше. И это как раз вот этот самый характерный пример. По этому дому много можно что рассказывать, но я бы хотел обратить внимание на одну вещь, которая очень расстроила. Когда мы читаем акты ГИК и историко-культурные исследования, мы узнаем, что в этом доме еще в XIX веке был сделан зимний сад. И по проекту изначально он должен был быть сохранен. Но в результате то, что называется реставрация, точнее говоря, приспособление, про реставрацию я сейчас скажу, этого не случилось. Поэтому вот тот уникальный, действительно уникальный для Москвы зимний сад конца XIX века, он сейчас не существует. Как у Коншиной. Да. Но меня больше всего интересовало, конечно, все, что связано с фасадами. И вот если вы посмотрите на верхний этаж, вот такой фриз, да, если условно скажем так, мы там видим 11 масок мужских. Вот они такие весьма своеобразные. Это первоначальные Это фотографии. первоначально. Я сейчас буду показывать фотографии, те, что были до этого приспособления. На что я хочу обратить внимание? На, опять-таки, то, о чем мы с вами говорили, не профессионализм, не внимание, не понимание не только реставраторов, но и специалистов, которые пишут историко-культурные исследования. Они назвали этот образ паном. Это абсолютно неверно. Пан по определению персонажу, у которого должны быть роги. И мы с вами будем идти, когда мимо дома Коншиной, я обращу ваше внимание, если будет возможность, два слова скажу про то, как мыслился, как понимался пан еще в античное время. Поэтому это не пан, вероятнее всего это вертум. Но самое печальное то, что вместо подлинных рельефов мы сейчас видим 11 новодельных отливок. И точно так же вместо двух львов, которые расположены под окнами вот справа и слева, это фотографии подлинные. Мы сейчас видим новодельные маски. И здесь была забавная история.
когда эти маски были установлены, была возможность еще через строительные леса сделать фотографию. Я публиковал маленькую такую заметочку, в которой показал, что маски неправильно сделаны. А у родных масок, ну не по этой фотографии, по другой, там было видно, что у льва были клыки. Когда их поставили, клыков не было. И я не знаю, увидели это, не увидели, но быстренько сеточку опять затянули, и через 3-4 недели львы посетили дантиста, и эти клыки появились. Это опять, это новодельные маски. И это печально, потому что я видел, когда происходило варварское совсем, ну действительно варварское выламывание окон и оконных коробок, сама маска, правая маска, она была цела. У меня есть эти фотографии. И когда мне департамент культурного наследия дает ответ официальный, что там была деструкция, там было очень плохое состояние, я в это не верю. Потому что если была бы деструкция, при таком выламывании рамы маска бы разлетелась, она была цела. Почему это происходит? Вот смотрите, 11 масок. Если бы каждую маску специалист расчищал, декомпоновывал, приводил в порядок, это примерно неделю работы профессионала, может быть побольше. 11-13 человека недель потребовалось бы, чтобы сохранить подлинные рельефы. Что сделали? С одной маски сделали слепок, и по нему отлили 11 масок. То есть вместо 12, 13, 11 человека недель на все это дело ушло, полторы, максимум 2 недели. Вот и вся история. И плюс дореволюционная история – это ощущение, что каждая из масок – это ручная работа. Они все немножко разные, когда ты рассматриваешь подлинное. Это правильно? не всегда так, потому что даже в то время, до революции, часто в подобных родах сюжетов, масок, да, там использовалась одна или две формы, и делались просто повторные отливки. Почему мы их воспринимаем чуть разные? Потому что со временем там происходят какие-то утраты, и они приобретают вот то, что называется патина времени. И этим ценны эти здания. Это ощущение подлинности, ощущение времени. Вам скажут, что подождите, через 50 лет и эти паны тоже приобретут патину времени. То есть вот этот аргумент я тоже слышу постоянно, что невозможно, если это не подлинное, если это не ручная работа, если это отливка, то это вполне в порядке вещей, если и сейчас она повторяется. Почему же, когда мы смотрим все равно на этот фасад, у нас ощущение совершенно пластикового, искусственного фасада, не исторического? Я вот в этом отношении приведу пример дом Пантелеева. Лепчик Пантелеев на Садовом кольце 53, по-моему, да? Есть старые фотографии. Там очень сложная пластика, там очень сложные образы. И когда его реставрировали, я разговаривал с компанией Кабау, которая это делала, и я им задавал вопрос: у меня нет ощущения подлинности, это новые отливки. Меня уверяли, нет, это все расчищено, просто мы покрасили современными красками, а раньше были краски известковые, она сама имеет определенную толщину, красочка, и поэтому вот эти острые бритвенные грани, они вот за счет той краски якобы скрывались. А сейчас тонкие синтетические краски, которые вот эту бритвенность создают. Понимаете, в чем дело? Мы лишены возможности проверить состояние гипса. И на том же доме Пантелеева, родные ли там маски, либо не родные. А мы слышим аргумент, который официально декларируется тем же Департаментом культурного наследия, и мы не можем ничего возразить, мы можем только ориентироваться на свое ощущение. А ощущение неподлинности. И мне тоже руководитель Кабау говорит: понимаете, вы видели там маски, на которых была уже пыль, копоть, пройдет 2-3 года, будут такие же. Не стали такие же.
Вот эта бритвенность, резкость, она сохранилась. Но давайте будем справедливы. Вот когда дантисты сделали клыки льву, все-таки здесь более-менее аккуратно сделаны отливки. И верхние маски, они тоже более-менее аккуратны. Но самое главное, это не подлинно. Поднимаемся вверх по Причистенке. Очень я люблю этот дом. Несколько раз заглядывала внутрь. Там еще внутри совершенно фантастическая мраморная лестница, да? Я, к сожалению, не был. Вот, а я, поскольку тут хожу, то там же сидел Карпов с его комитетом защиты мира, да, помимо всего прочего. Но здесь вы сказали, что над балкончиком, я вот даже слепая, даже и не вижу. Там тоже есть какая-то интересная деталь. Да, тут очень есть интересный образ, он мало заметен. И не буду скрывать, я Причистенку снимал еще в 13-15 годах и был уверен, что я все оценял. И на самом деле только в 18 году я обратил внимание, что на этом доме над окошком, над балконом есть некая маска. Она очень маленькая, ее трудно заметить, но она совершенно потрясающая. Это что-то завиток отсюда, да? Да, просто? это ведь как растительный орнамент, казалось бы. Ну вот эта маска, вот это на самом деле очень удивительный образ. И он открывает нам целый мир. Обратите внимание, подбородок, щеки, они как бы переходят в растительный орнамент, да, в листочки. Это целый мир. Вот эти образы называются Green-Man, зеленый человек. Вот видите, сколько такого типа образов есть в Москве. История этого образа крайне загадочна. Ей мало кто занимался. В российской литературе вы не найдете практически исследований. Есть только одна переводная книга, но не самого лучшего качества. Два слова расскажу. Почему Green-Man? Этот термин ввела леди Раглан в девичьей фамилии Джулия Фицроуд в 1939 году в Англии. Тогда было очень модно в Англии тема, связанная с фольклором, а она исследовала английские церкви. И в церквях, в английских, она обнаружила очень много вот подобного рода масок. Вот мужская маска, которая, как и здесь мы видим, лицо переходит в растительный орнамент. Но там сохранялась колористика, и она их назвала Green-Man, зеленый человек. Она предполагала, что это английская такая сущность, но позже стало понятно, вот здесь видите очень много разных образов, это все пришло из Европы вплоть до 1 века до нашей эры. Вот это, судя по всему, самое раннее изображение, вот то, что мы называем сейчас Green-Man, это город Хатра, столица Парфянского царства. Это 1 век до нашей эры, 1 век нашей эры. Ну, это римская эпоха. И там был дворец правителя, на котором, просто есть фотографии, две маски были рядом. Горгона и Медуза, и вот этот образ. Рядом с Медузой просто так на дворце не мог появиться какой-то персонаж. Это был знаковый персонаж. И если мы вспомним, до 4 века нашей эры какая была самая распространенная религия, мировоззрение? Какая? Дионисийство. Дионисийство. И вот посмотрите, вот на эту маску. Она атрибутирована как Дионис. Это кость. Виноделие. Да, это кость, это интерьер. Но вероятнее всего вот эти образы, они пришли от Диониса. Там очень сложная идет иконография, изменение философии в средние века, особенно в эпоху инквизиции. И вот эти страшные образы, они появляются уже в 10, 10, 12 веках. Нет времени об этом рассказывать, там целая история огромная. Но вот этот образ, он открывает нам целую страницу. Родственник. Целую страницу, то, о чем мы с вами говорим. Green-Man. Важно отметить еще такую вещь, что подобного рода сюжеты появлялись еще в гротесках. Да?
это лоджия Рафаэля, но он эти сюжеты взял из гротов Золотого дома Нерона. Да. И об этих гротесках, об этих сюжетах, ну тогда-то не гротески, писал еще Витрувий. Опять-таки, это целая история. В Москву первый образ приходит в середине 19 века. Это дом Холудова-Вишневского, Новая Басманная. И вот здесь вот мы видим над глобусом мы видим вот эту маску. Опять-таки, это целая история, почему и как она появилась. Это связано, скорее всего, с Вишневским, который совершил кругосветное путешествие. А там 4 глобуса, разные стороны света показывают. И там вот эти маски есть. В Москве, вот если там прийти ко мне на сайт, там у меня есть такая опция, можно набрать 2 буковки GM, Greenman, и часть образов, которые я атрибутировал как Greenman, их можно увидеть просто в таком виде. Их много, их порядка 50-60 масок таких. Вот такая история открывается нам с этим маленьким сюжетом. Сколько я хожу мимо, 40 лет, да, и с зеленым человечком не была знакома. А, Маш, дело в том, что этот термин Greenman, и вообще вот само это понятие зеленый человек, в нашей литературе практически отсутствует. Если говорить об официальных публикациях, ну, я с уважением отношусь к Нащекину, к Кириченко, никто не исследовал фасадные декорации и тем более вот такие маски. Если говорить про интересные образы, то мы дошли до замечательного ансамбля дома Хрущевых-Селезневых. Мне кажется, почти все его знают как литературный музей Александра Сергеевича Пушкина. Замечательный такой двойной ансамбль с садом, розы, не знаю, даже Александр Сергеевич Пушкин там во дворе отдыхает. А это такой усадебный павильончик, да, который замыкает этот садовый квартал. Павильон, да. Садовый павильон. И я помню, то ли я помню по каким-то фотографиям, то ли я действительно помню, то есть здесь был магазин в советское время, да? И здесь была дверь, здесь был вход в этот магазин, совершенно верно. Правильно? Да. Вот. Но над этой дверью, ныне над окошком, мы видим еще одно мифическое существо, которое довольно часто встречается на фасадах. Кстати, на гроте Осипа Баве в Александровском саду, да, там же тоже вот эти вот гиппокампы. Нет, там не гиппокампы. Нет? Нет. Очень похоже. Очень похоже, сейчас расскажу. Маш, вы абсолютно правы, здесь была дверь. Вот эта фотография Дюфае Готье, начала 20 века, так выглядел садовый павильон до 60-х годов. В 60-е годы он был уничтожен, а в 90-е годы его воссоздали. Поэтому абсолютно правы, там была дверь, там был магазинчик. И 2 слова я хочу сказать о роли фотофиксации. К сожалению, мы сейчас можем сохранять историческую память о Москве только через фотофиксацию. И вот если есть большое количество фотографий панорамных видов архитектуры Москвы, то, к великому сожалению, четких, хороших, детальных фотографий фасадных рельефов не было. Поэтому то, что вот я делаю, то, что делают еще несколько людей, которые делают именно фотофиксацию фасадного декора, это то же самое, что Дюфае Готье. Мы сохраняем эту память. Вот. Относительно образа, о котором вы говорите, вы действительно правы. Это гиппокамп. Гиппо – это лошадь. Ну, помните, ипподром, да? Гиппо – это греческого лошадь. Кампус – это морское чудовище. Да. Поэтому на самом деле это переводится как лошадь-морское чудовище. Иногда говорят морской конек, не совсем корректно. Что здесь интересно? Мы видим переднюю часть, об этом пишет экологический лексикон, спереди на лошадь похожий, а сзади на рыбу. Да? Мы видим завивающийся хвостик. Крылышки в иконографии еще греческого периода и римского периода появлялись у этих животных. Но здесь интересно вот о чем поговорить. Где мы еще видели гиппокампов? Это дом Кирсановой, да? Кирсанов, Шандуновские бани. Здесь мы его определяем, гиппокампа, не по
хвостику, а по ластам вместо копыт. Видите? Гиппокамп всегда ассоциировался с Посейдоном, с Тритоном и Нереидами. Вот здесь как раз мы видим Нереиды. Вот еще маленький гиппокамп, это домик около Патриарших прудов. Но меня интересует другая история. Если вы помните Эрмитаж, павильонный зал, помните, это зал, где часы павлин? Да, конечно. И вот часы у вас за спиной, перед вами вот этот висячий сад, за стеклянной вот этой стеной, и там огромная напольная мозаика. Будете в Эрмитаже, посмотрите внимательно. Обязательно, теперь пойдем. Там совершенно потрясающие образы вот этих морских животных. Я вот сделал чуть покрупнее одну фотографию. Смотрите, здесь у нас гиппокамп, а это морской грифон. Такого термина нет, но я вот на лекциях, на одной из лекций я предложил его называть грифокамп. Это правильно, потому что есть таурокамп, морской бык, есть еще морской козел, вот морской дракон. Это иконография, вот эти, как бы это правильно сказать, образы, они появлялись достаточно рано. Но есть еще один очень интересный персонаж. Это Терма Остии, недалеко от Рима, это 1 век нашей эры. Это Леокамп. Леокамп. Это морда либо леопарда, либо льва. И в Москве на самом деле мы очень часто видим не гиппокампа, а леокампа. Вот, например, смотрите, это Зубовская площадь. Ух ты, ничего себе. Это дом Гагариных. Да, Гагарина. Потом это было государственное, вот не помню, как точно называлось учреждение, Земское, по-моему, не помню, не буду врать, да? Но, смотрите, это не леокамп, вот, то есть это не гиппокамп. Дом очень хорошо знаю, но я была уверена, что это гиппокамп. Я Маш, не вглядывалась к сожалению, опять-таки, этот термин, его нету в российской литературе, вы его нигде не увидите. Он встречается только в итальянских публикациях и тоже не очень редко, достаточно редко. Но тем не менее мы понимаем, что это не лошадь, это леокамп. Здесь есть маленькая особенность, о которой я рассказываю. Очень трудно привести разницу, там есть иконографические отличия. Морской грифон, грифокамп и леокамп. Там толкая история, я не буду сейчас об этом рассказывать, но там есть нюансы, которые позволяют определить, что это на самом деле два разных зверя. Мы остановились на таком месте, откуда видны два моих самых любимых дома. Причистенки, совершенно с необыкновенным и очень подробным, очень густо населенным, скажем так, декором. Да? Наверняка вы тоже что-то такое про них можете рассказать. Ну, про них можно рассказывать очень много. Вот про этот фасад, про его фасадную декорацию. Если рассказывать про все элементы, то это рассказ займет примерно минут 40. Давайте про эту античную группу. Давайте про античную группу. Значит, мы здесь видим вытянутый фриз за колоннадой. Автором этого скульптурного фриза является мастерская Сантино Кампиони. Причем Кампиони, я прошу прощения, он, конечно, был удивительно разноплановый человек, потому что если обходить московские кладбища, да, то довольно много памятников, очень хороших и значительных, выполнены тоже в мастерской Кампиони. Ну, это все-таки профессиональные скульпторы, которые приехали в Россию из Италии. Вот очень известный такой исследователь София Царева, она занимается как раз изучением их творчества, их фамилии. И правильнее, конечно, говорить о семействе Кампиони Софии Царевой. Но мы поговорим с вами о сюжетах. Здесь представлено 3 сюжета. Первый сюжет – это возвращение Одиссея на остров Итака. И он выполнен по сюжету, который описал Гомер. А 2 других сюжета, они взяты из Овидия. И опять-таки мы вернемся к теме, насколько неаккуратно, непрофессионально
эти рельефы были отреставрированы, и они потеряли ту иконографию, ту семантику, о которой я сейчас вам расскажу. Вот смотрите, в двух словах, о чем идет речь. Гомер описывает в «Одиссее» сцену, когда Одиссей возвращается на Итаку. Ну, все помнят, Пенелопа устроила соревнования. Те женихи, которые к ней сватались, должны были натянуть лук Одиссея. Афина превращает Одиссея в старца, путника, и дает ему в руки посох, трость, которая, как правило, сопровождала любого путника. То есть очень важно нам понимать, что Одиссей в этой сцене был не воин, он был старец. И вот это известная очень тема, это вазопись VI века до нашей эры, это VI век до нашей эры рельефы. Это как раз сцена, когда Одиссей, придя в свой дом, просит, чтобы не хозяйка, а служанка Эвриклея омыла ему ноги. Дело в том, что была в Древней Греции традиция, любой спутник, когда приходил в дом, ему предлагалось омыть ноги. И Одиссей попросил, чтобы это сделала его служанка. Она, поднеся чан с водой, она узнает шрам на ноге этого старца. И Одиссей, вот это видно, вот, например, на этом рельефе, это 1 век нашей эры, терракота, римская уже история, он ей закрывает рот. И это пишет Гомер. Сантино Кампиони делает чуть-чуть другую интерпретацию. Он показывает здесь явно, только не удивляйтесь, вот этот персонаж, это Афина. Вы видите, что тут не женское лицо, да? Но тем не менее вы видите ее жест, она щитом как бы огораживает зрителей от сцены, когда Эвриклия узнает шрам, а руку она кладет на руку Эвриклии, да, как бы молчи, не говори. Вопрос. Какая здесь еще одна грубейшая ошибка, допущена реставраторами? Одиссей в каком виде должен был представлен? В виде старца. А здесь мы что видим? Да. Мы здесь видим воина. Воина. Это грубейшая ошибка, это грубейшее непонимание того, что делают люди. К великому сожалению, в Москве сохранилось 6 таких рельефов. Только один в английском клубе сохранил правильную иконографию. Все другие 5 рельефов, 2 фасадных, остальные интерьерные, они испорчены. И вот самое большое... Дим, это разные здания? Разные здания, да. Ну не может быть. Да, все разные здания. Не могу поверить. Да. То есть, получается, на 6 разных зданиях да, везде множится ошибка. Да. Но причем английский клуб, это который на Тверской, да, правильно? Да. Самая печальная ошибка вот это. Это усадьба Баташова. Посмотрите, что в руках у Одиссея. Какой-то игрушечный меч. Опять, этого быть не может, у него должен был быть посох. Это описывает Гомер. Когда позапрошлом году велась реставрация Баташовской усадьбы, была специально сделана большая фотография, которая перенесена на полихромную такую полимерную основу, и там имитируется 3D изображение. Так вот, была сделана эта фотография, и она в огромном масштабе размещена на фасаде соседнего здания, Баташовского комплекса, советского уже здания, больничного. И вот эта неправильная иконография сейчас в огромном размере представлена на фасаде. Вот, простите, идут дети, спрашивают: мама, а что это? Кто это? И вот это забота о культуре, о воспитании нашего поколения. Какого года эта реставрация? Я точно не могу сказать, это, вероятно, конец 20-го, начало 21 века. К сожалению, я точно... То есть конец 90-х, да? Да. Вот. То есть это все сюжет, разработанный Кампиони, который просто таким образом пережил схватку со временем, да, совершенно исказившись. Да. Следующие 2 сюжета – это разоблачение Одиссеем Ахилла.
А дальний от нас рельеф – это разоблачение Паламедом самого Одиссея. И, к сожалению, дальний рельеф тоже имеет вот примерно такую же ошибку, как и здесь. Ну, вот так и есть. На самом деле это потрясающе интересный фасад, потому что здесь огромное разнообразие рельефов, тем, о которых стоит говорить. Во-первых, это трехликая маска. Во-вторых, вот мы с вами видим здесь леокампов. Они вот на фризике и в капителях колонн. Но самое интересное, то, о чем никто никогда не говорит, не обращая внимания. Лента и венок – это символы славы, это символы победы. Про венок мы все знаем, да? Венком награждали воинов, но венок, вернее, лента до венка служила символом победы, да? Сейчас я вам покажу. Поэтому наградные ленты, да, вот Да. эти муаровые, тоже символ. Это 6 век до нашей эры, богиня Ника, в записи, соответственно, рельефа, она держит в руках ленту. Это известная очень скульптура 5-6 века до нашей эры, спортсмен, победитель игр. Видите, он ленту вокруг головы повязал. К сожалению, сейчас это все забыто, это не понимается. И раньше, когда учились архитекторы и художники в дореволюционных вузах, Проходили античную они все это литературу знали, и да. учили Да, наизусть. да. Сейчас, если вы спросите, вот мне доводилось здесь бывать с реставраторами, рассказывать, когда я говорю лента, они говорят, а что, почему? Никто этого не знает, к сожалению. Вот так мы теряем историю. А фасадные декорации позволяют нам все-таки что-то об этом вспомнить и об этом подумать. Ну что, мы выходим обратно на Причистенку, и с левой стороны у нас, Дом Жерехова. да, один из домов, и вот этот район здесь на небольшом пятачке, наверное, 6 или 7 домов Жерехова. Это всегда загадка, потому что Жерехов, насколько я понимаю, он не имеет классического архитектурного образования, он вообще учитель рисования, как про него, да, говорят многие исследователи. Поэтому он позволяет себе как раз вот те самые вольности, не ошибки, да, которые мы перечисляем, а вот те самые вольности, которые, в общем, тоже с большим трудом расшифровываются. У нас есть дом с писателями неподалеку отсюда, в Плотниковом переулке, где-то в таких вольных позах 3 гения русской литературы в обнимку с теми же самыми древнегреческими богами. Совершенно непонятно, почему, зачем и за что главный Жерехов, да, так изобразил. А здесь дом, кстати, здесь начинается действие романа «Собачье сердце». «Собачье сердце», да, и здесь тоже он такой, конечно, замечательный образчик московского модерна, но здесь тоже с этими фигурами вообще ничего не понятно, да, какие-то музыканты в доме совершенно обыкновенные. Да, у меня есть по этому поводу моя личная теория, предположение, как хотите это называйте. Мне было действительно странно, почему на этом доме возникают рельефы явно с музыкальной темой. Да? Мы видим здесь музыкантов, мы видим молодых детей, да, которые, возможно, обучаются музыке. И у меня возникла вот какая мысль. Вот этот дом строился практически одновременно, чуть-чуть позже дома, который строил Жерехов в Мерзляковском переулке. Он сначала построил гимназию Флёрова, а рядом музыкальное училище. Да. Я просто не помню, это училище... Зубров-Плаксиной, Да. Так вот, на гимназии Флёрова Жерехов размещает вот так же оформленный фриз, разделенный на фрагменты с педагогами. И там интересная тема, там есть Сократ. И было бы вполне логично предположить, что он мыслил соседнее здание, они соединены. Он мыслил его оформить в этом же стиле, а по высотам очень совпадают эти рельефы. Музыкальное училище он, может быть, мыслил оформить вот этой музыкальной темой. Но ведь как работали тогда архитекторы? Они предлагали какой-то сюжет, какую-то идею оформления фасада, но у заказчика могло не хватить денег.
да. И может быть, я еще раз повторю, это мое предположение, может быть, у заказчика не хватило денег оплатить эти рельефы, а возможно они были сделаны, и он предложил вот дом более богатым, более состоятельным Дом заказчикам. Костяковой. Да, да, по-моему, да, 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 да. И это такая же загадка, как фризы на доме с писателем. Как они появились, почему они появились, мы не знаем. Ну вот, а сейчас мы с вами подходим к дому Коншиной. Это как раз второй дом, где был зимний сад. Дом совершенно потрясающий. Но меня интересует, и я хочу обратить ваше внимание, помните, мы с вами говорили про Вертумна, Да, и мы говорили про Пана. да. Вот мало кто обращает внимание, что сам этот вазон, он декорирован двумя масками Пана. Видите, вот здесь роги. Слушайте, это опять я всю жизнь хожу, я видела вазу, но пана я не видела. Ну вот, вам такая забавная история. Потрясающе. Ну и давайте тогда еще одну вещь я вам покажу. Дом Жерехова. Смотрите, видите, в нише вазон, да? Да, А видите, что вазон декорирован двумя головами барана. да. Вот. Это Сейчас вижу. Да, это забавная история. Дело в том, что есть такое понятие букраний. Букраний – это череп быка, вот переводится как череп быка. А в фасадных декорациях это долгая история. Впервые он появился в поселении Кархан-Тепе, это юг Турции, Карахан-Тепе. И это поселение, которое датируется, только минуточку, 5600 лет до нашей эры. Это одно из первых человеком созданных поселений. И там археологические раскопки, и там было обнаружено строение, человеком созданные стены, не пещеры, а именно человеком созданные стены, которые были украшены головой барана. Долго рассказывать о том, почему и как, мы не знаем на самом деле, 5000 лет назад, да? Вероятно, все это было какое-то сакральное место. Дальше мы понимаем, что с бараном и с быком связано жертвоприношение. И, вероятнее всего, вот это наследует древнюю традицию изображения головы барана или быка на фасаде как символ сакрального места, как символ жертвенности. Возвращаться к дому Коншиной, здесь интересная вещь связана с сохранившимися рельефами на вазонах, которые украшают вот эти столбы ограды. На всех вазонах там повторяющийся рисунок, это такая античная тема, шествие, ну, скорее всего, дионисийское шествие. Но самое печальное то, что вот этот вазон, видите, он только в внешней части разрушается. А вот мы сейчас посмотрим другие вазоны, там практически утрачена уже большая часть лепного слоя, и, вероятнее всего, 2-3 сезона они пропадут. Поэтому вот как можно лучше сейчас это надо зафиксировать, то, о чем я говорил, фотофиксация. Ну да. Это единственное, что мы сейчас можем делать. Департамент не будет это никогда делать. Ему вот для таких мелочей нету дела. Мы сейчас с вами вышли в Причистинский переулок и подходим к дому, который был построен акционерным обществом РЭКа. Дом называется дом Мендовского, потому что он его приобретает. И это один из немногих, на самом деле, примеров с точки зрения сохранившихся фасадных декораций в Москве, примеров положительных, потому что эти фасадные декорации, которые мы сейчас с вами посмотрим, они на самом деле достаточно неплохо сохранились. С чем это связано, трудно сказать. Вероятнее всего, это во многом определяется задумкой архитектора, который расположил вот те рельефы, которые мы сейчас посмотрим, глубоко в нише. И они хорошо были защищены от дождя, от осадков. Плюс австрийское посольство. Да, плюс может это... быть, они как-то тоже... То, что это принадлежит главу ПДК,
Соответственно, и австрийскому посольству это тоже, вероятно, наложило свой отпечаток с точки зрения более внимательного отношения к этим фасадам, нежели те доходные дома, которые находятся в собственности городов, в собственности ТСЖ и так далее. Это, кстати, лес сирени в Москве. Да, да, да. Одна из самых красивых. Да. Вы абсолютно правы, это сирень, и она действительно красива, но для нас она очень печальна, потому что за этой сиренью мы не можем хорошо разглядеть рельефы, которые я сейчас вам покажу. Это архитектор Лазарев, и здесь нас интересует два сюжета. Первый сюжет – это фотография не с этого фасада, а Лопухинского переулка, но там тоже это строил Лазарев спустя год после этого здания. И этот рельеф он фактически повторил с дома Бендовского, поэтому его удобнее рассматривать. Это Афродита. Когда мы видим зеркало, это всегда, мы понимаем, это атрибутивный знак Афродиты. Ну и здесь мы видим, ну скажем так, утренний наряд Афродиты. Да? Но здесь есть другой рельеф, о котором я хотел бы коротко сказать. Это забавная история. Вот смотрите, нас с вами интересует вот этот персонаж женский. Что вас в нем удивляет? Какой вопрос у вас возникает? Да, абсолютно правы. У нее кадуцей. У нее жезл, да, тирс, который завершается двумя змейками. Мы тирс и, соответственно, кадуцей знаем сейчас как символ Гермеса, а Гермеса мы сейчас воспринимаем как символ торговли, таможни, ну, торговли, да, и кадуцей мы воспринимаем как символ, собственно говоря, торговли. Это неправильно, потому что в архаику изначально кадуцей был жезлом глашатрия. А до появления, до рождения Гермеса на Олимпе была другая богиня Ирида, и она ходила она обладала этим посохом, жезлом с кадуцеем. И вот очень интересно, что Гомер в Илиаде, он описывает сюжет, когда Зевс отправляет Ириду с посланием к Приаму, чтобы тот явился к Ахиллу один без сопровождения воинов и спросить тело Гектора. А уже в Одиссее Зевс отправляет Гермеса. И вот это очень любопытный момент, когда сам Гомер описывает историю, когда поменялась небожители, да, олимпийские. Была Ирида, потом стал Гермес. Вот это редкая история. В Москве это единственный сюжет, где мы видим Ириду. И мы еще Ириду увидим на центральном фасаде. Там дополнительно есть атрибут, который утверждает меня в этой точке зрения, что это именно Ирида. А вы видели, какой двор? Здесь 3 дома братьев Гондориных, да, вот 1, 2, 3. Смотрите, какой дворик, его расчистили, сейчас заасфальтировали. Осталась стоящая одиноко, непонятно как, колесоотбойная тумба справа. Вот этот угол дома, для того, чтобы заезжала карета, экипаж, двор маленький, да, развернуться сложно, поэтому вот такой выступ. Ну, а я думаю, что про этот фасад среднего дома братьев Гондориных я вас даже и спрашивать не буду, потому что это такой новодел который был на наших глазах. Это здание сгорело, здесь был ресторан «Гнездо глухаря» или «Нью-Васики», я уже забыла какой-то, в общем. Вот. И я, когда он сгорел, я несколько раз была внутри, вот, и на фоне этого дома снимается «12 стульев». Это по сюжету общежития монаха Бертольда Шварца. Куда это мы приехали? К хорошим людям. В Москве их масса, и все мои знакомые. Прошу вас, предводитель. И там виден, да, еще как он выглядит советский. Но здесь вот как раз все, о чем мы с вами говорили, да, не глубина рельефа, бритвенные грани. Бритвенные грани. И здесь, конечно, я не знаю, сколько должно пройти лет, чтобы этот дом снова принял вот это. Такое... Он не примет изначального и исторического облика по одной простой причине. Вот наверху там есть маска льва, а она обрамлена таким растительным орнаментом. А маска льва, ее сохранили. Она, можно считать, скажем,
практически наверняка она сохранена. Ну, какое счастье. Я-то думал, что тоже Да. нет. У меня была фотография до и после. Но растительный орнамент они перепутали. Там простая история. Там идут веточки, ну, условно говоря, лавра. И исторически были листочки наложены вот так, а сделали вот так. И когда я это показываю в департаменте, а у меня так получилось, там была одна очная встреча, мне сказали: ой, да, мы это видели, будем разбираться. Прошло 4, по-моему, года, как было, так и осталось. Но самое любопытное, меня потрясает дискуссия реставраторов, когда я это опубликовал. Они говорят: а почему вы уверены, что так было? Может быть, это в советское время так сделали, а было на самом деле вот так, как сейчас. Это люди придумывают любые истории, чтобы доказать то, когда их хватаешь, извините за выражение, за руку, они придумывают все, что угодно, чтобы доказать, что они правы. Ну вот то, что я вам говорил, мы подошли к главному фасаду дома Мендовского, и здесь, видите, вот опять мы видим этот женский персонаж с кадуцием, да? Да. А справа от нее девушка, которая из кувшина наливает воду. История здесь такая, что одним из атрибутов, вторым атрибутом Ириды был кувшин с водой святой реки Стикс. Это река, которая протекала в подземном царстве. Да. А Ирида была одна из немногих, если не единственная, ну, кроме Аида, которая могла спускаться в подземное царство и подниматься наверх. И тут разные описания, для чего была нужна вода. Кто-то говорит, что на ней клялись боги, а кто-то говорит, что этой водой умерщвляли тех, кто нарушил клятву. Но тем не менее, вот этот кувшин и вода, которая из него льется, это для меня еще один признак того, что это именно Ирида. А если это так, то персонаж, который сидит вот на троне, вероятнее всего тогда это Гера, потому что Ирида, являясь вот посланником богов, в основном она взаимодействовала, ну, извините за это слово, взаимодействовала с Зевсом и в большей степени с Герой. Поэтому вот если мы допускаем эту мысль, что это Ирида, то весьма вероятно, что сюжет связан с Герой. Вокруг Геры. Да. Слушайте, ну каким образом, даже у таких домов, Ну, то есть это начало 20 века, не осталось документов, которые подробно описывают вот этот изящнейший античный сюжет. Я вот когда иду, не знаю, сколько лет, всегда здесь замедляю шаг, останавливаюсь, потому что он как-то поднимает мне настроение, у меня не вызывает, только положительные эмоции, скажем так, и при этом сюжет, к сожалению, мы этого не знаем, да. Вот. Ну, а сейчас мы с вами подходим к особняку Гудхейля, который построил Вильям Валькот. Совершенно потрясающий, конечно, дом, и как архитектурное произведение, и очень интересно оно декорировано вот этими рельефами. Смотрите, здесь мы видим женские маски, и мы совершенно точно понимаем, что это модерн, да? Льющиеся волосы, это наследие как раз Альфонсо Мухи, вот это его стилистика. Но, понятное дело, Валькот это все перерабатывает. Ну, вообще все наши архитекторы, художники, они наследие Альфонсо Мухи, конечно, они творчески перерабатывали. Но здесь интересен сюжет тем, что здесь, видите, такая композиция идет еще рокальная, скажем, тема, да, рококо, может быть. Поэтому здесь такая сложная история. Но об этом рельефе, вот о правом и левом, я хочу сказать вот что. Видите, там еще табличка висит, что якобы продолжается реставрация. Вот я вам сейчас покажу, что такое реставрация. Вот это юноша Путти, который был, вот это, который стал. Дело в том, что дискутировать с Департаментом культурного наследия, что изменилось выражение лица, бесполезно. Они в Петровском переулке не могут признать, что закрытые глаза, которые стали после реставрации, это изменение иконографии. И говорят, нет, все хорошо, как было. Но вот орнаменталистика, посмотрите, видите, как она отличается? Да. Здесь уничтожен элемент орнаментов. Конечно. А вот это, извините меня, это уже нарушение 73-го федерального закона.
У меня сейчас отправлено письмо в Министерство культуры, я жду, потому что это объект культурного наследия федерального значения. Я с нетерпением жду, какую, извините за выражение, можно я грубо скажу, отмазку придумает ДКН, объясняя, что, почему это произошло. Я примерно знаю. Они скажут, что дом еще не принят, что работы не завершены, и на этом все установится. Точно так же, как 2 года капители колонн на портике павильона транспортного ВДНХ, сделанные неправильно, они формально ДКНом не принимаются. Они понимают, что там неправильно сделано, но на вопрос, а что происходит, а мы не приняли. Нет, ну а вот они не приняли, а оплату люди Да, получили? да. То есть это просто... Это 2 разных процесса. Заключение и финализация договоров и формальная приемка работ ДКНом. Как они юридически это обходят, я не знаю, но формально это 2 разных процесса. И здесь будет та же самая история. Я абсолютно убежден, что деньги получены. Но вот мы видим, что как все испорчено. Посмотрите, еще чудная маска. Это вот тот мальчуган, Путти, да? Это отношение скульптора к своей работе. Это уважение к скульптора, к наследию. Вы видите, да? Жуть, да. Видите, что происходит? Вот как это можно? Как это можно? У меня возникает много вопросов. Но, чтобы нам все-таки завершить чем-то интересным, вот посмотрите, на центральном атике, атик завершается 2 вазонами. Чудные совершенно. И смотрите, там мужские и женские образы. Вот там есть мужской образ, да? Здесь женский, да? Да, это И это очень интересная стилистика. Почему она для меня очень важна? Вот подобного рода мужские образы сохранились в метрополе, и это доказывает, что все-таки там эти маски, и женские, и мужские, это работа Валькотты. Потому что там вот так же сделана иконография вот перехода бороды в такой волнообразную такую форму. Ну и что интересно, еще здесь, видите, между этими 2 женским и мужским образом яблоко. Ну, кто-то видит в этом гранат, кто-то яблоко, но неважно, да. Может быть, это своеобразная аллюзия к Адаму и Еве. Ну да. Ну, опять-таки, мы фантазируем. Ну, получается, что весь наш такой печальный разговор, мы крошечный прошли кусочек Москвы, да, и сколько интересного, но одновременно печального мы увидели. И мы всегда говорили об истории Москвы или о каких-то, да, вещах более прикладных, мы все равно упираемся в образование. Получается, что деградация образования приводит вот к таким печальным вещам. Мы с вами оба закончили Московский государственный университет, правда? Вы вообще непостижимую для меня область, физика и математика, я, да, совершенно более гуманитарно-филологическая, но мы изучали в огромном объеме курсы русской литературы. Невозможно было, и, естественно, зарубежные литературы, писали те самые рефераты, с которых мы с вами начинали. Но могут ли реставраторы освоить, да, только прикладные вещи? Тем более, что мы наблюдаем, что дизайнеры, не побоюсь этого слова, вполне себе допускаются для работы на таких объектах. Может ли вообще реставратор быть реставратором с большой буквы или архитектором, если он не знает греческого языка, древнегреческого, и не прочитал Илиаду и Одиссею, хорошо, пусть не в подлиннике, пусть в переводе Гнедича или Жуковского. То есть здесь получается, что без действительно понимания античности, без понимания античных сюжетов, я вообще не понимаю, как такой Путти, да, ангелочек, который мы сейчас с вами рассматривали, как он вообще может родиться и выйти из-под чьей-то руки. Это совершенно современный образ, который по чуть-чуть, по капельке, но убивает вот эти все античные сюжеты, да и просто, да, фасады московских зданий. У меня такой был крик души,
Правильно? Да, абсолютно верно. Маш, вы правильно говорите. Здесь есть два аспекта. Во-первых, это действительно классическое образование. Это изучение основ истории и культуры, да, и иконографии, и живописи, литературы. Без этого не может существовать художник. И я знаю, просто вот у меня есть очень хорошо мои добрые знакомые скульпторы, которые работают в реставрации, они моего возраста, это уже за 60 плюс далеко, которые заканчивали училище, Академию художеств Петербурга. Они мне рассказывали, как их учили те мастера, которые заканчивали еще классическую. Эта традиция сохранялась тогда. Сейчас это все уходит. Но есть еще один аспект, о котором я хотел сказать. Мне рассказали вот забавную историю преподавателя, поучительную, печальную историю преподавателя одного из учебных заведений, где готовят реставраторов. А они на самом деле с огромным интересом, энтузиазмом пытаются передать свои знания. А разговор был в начале лета, и они мне печально говорят: вы понимаете, вот сейчас мои студенты уйдут на практику на ВДНХ, и мне будет стыдно за то, что их там заставят делать. И это действительно страшная вещь. Вот мы, когда заканчивали учебу в университете, да, мы попадали в академические, или там ведомственные, я был в академическом институтах. Там сохранялась старая традиция, старая школа. Нас учили работать, нас учили жить в этом коллективе и перенимать тот дух. А простите, сейчас попадет молодой человек в какой-нибудь, опять не буду называть название этих организаций, чтобы никого не подводить, но в какую-нибудь организацию, которая, например, руководитель которой, нарушая ГОСТы, получив фотографию головки Гигея на Никольской, не передает ее архитектору проекта. И это не фиксируется ни в каких документах. Это нарушение ГОСТа. Это все знают. И вот туда приходит молодой человек, студент. И он слышит от этого человека на корпоративе слова: держитесь меня, у меня хорошие отношения в департаменте, со мной будет вам правильно и хорошо. Какая традиция? Какая школа реставрации? О чем мы? Поэтому здесь два аспекта. Это базовое классическое образование, его нету. И второе – это отсутствие и утрата школы, передачи поколений. Сохранились единицы, которые это хоть как-то пытаются сделать, но в целом этого нету. Ну что, мы вышли в Гагаринский переулок, один из немногих доходных домов такого старорежимного московского переулка, в советское время улица Рылеева. Так получилось, мы не специально, но соседний дом, дом, где жил декабрист Свистунов, дом, где жил архитектор Щусев, там сейчас меняют крышу. И вы говорите про то, что волнует вас, меня, безусловно, тоже, но моя главная беда, это капитальный ремонт, который движется сейчас по Москве, нанося непоправимый ущерб. И вот дом, к которому мы подошли, здесь меняли крышу. Крыша меняли 2 года назад. Крыша не текла 50 лет, да? То есть все было в порядке. Мы с вами видим сейчас вот эту кромку, верхнюю часть, она вся в подтеках. Дом не просох, хотя последний дождь был уже сколько? 5 дней назад. Все мокнет, появляется грибок. И через 2-3 года фасад, который тоже был отреставрирован, и если мы поищем, то увидим документ, что это была историческая реставрация фасада дома Ольги Аркадьевны Гартман. И все письма написаны, да, вот мы примерно год ждем, когда будут исправлять те страшные ошибки и нарушения, которые есть. Течет по фасаду, но и течет и в квартирах. Я, например, живу в квартире на последнем этаже. Я, когда зимой, когда тает снег, я хожу с ведром.
Или когда сильные дожди, я тоже переставляю ведро. Но это видно невооруженным глазом. Но приезжают люди, и то, что дважды два 4, для них совершенно не очевидно. Идет разрушение слоя штукатурного, и там, собственно говоря, рельеф в Украине. Это, о чем мы с вами говорили, именно череп быка. Дело в том, что вот как череп быка не так часто это встречается, и ваш дом в этом отношении уникальный, потому что здесь именно вот замечательные вот эти букрани. И вот мы видим, что там просто идет разрушение, и, вероятно, если не будут приняты срочные аварийные меры, то этот рельеф может пропасть. Это очень печально, конечно. И ниже, над окном 3-го этажа, мы видим грифонов. Я всегда так нежно говорю, что грифон – это главное домашнее животное переулка Гагаринского, потому что дом туда, который к Гоголевскому бульвару, откуда мы начали наше путешествие, дом барона Штейнгеля, там тоже грифоны. И дом архитектора Фалеева собственный, да, там тоже сидят по углам дома грифоны, которые, соответственно, смотрят в нашу сторону. То есть архитектор в данном случае Дмитрий Михайлович Челищев, у дома Штейнгеля там Баве под вопросом, но Фалеевым все понятно. То есть человек до такого уровня образования, что он еще и перекидывает мостики между зданиями, правда? Век 20 смотрит в сторону века 19 и так далее. То есть такая преемственность не только на одном конкретно взятом фасаде, но даже дома перекликаются друг с другом. Да, некий диалог происходит. Я бы сказал, что преемственность не только 19-20 века, а преемственность, которая тянется с 4-го тысячелетия до нашего времени. Да? Дело в том, что первое изображение зверя, которое мы сейчас называем грифоны, было обнаружено в 1922-26 годах английской экспедиции в Сузах. Это была небольшая 10-сантиметровая каменная печатка. И когда делаешь оттиск, там появляется изображение вот этого зверя, которого мы называем грифон. 4000 лет до нашей эры. Поэтому вот эта традиция, она тянется, видите, как долго. А вот вы упомянули дом в Гагаринском переулке. Да, мои любимые грифоны. Дело Это до реставрации. Да, это до реставрации. Дело в том, что сейчас эти рельефы испорчены. И там сделали голубой фон. То, что, о чем мы с вами, помните, говорили, сделать как было, только красивше. А история такая, есть исследования Мосспецреставрации, по-моему, 80-х годов. Они делали расчистку, и там по старым фотографиям видно, там никогда не было голубого цвета. А сейчас вот архитектору понравилось. И она решила сделать голубенький фон. Немножко фарфора в Эджвуд Да. добавить. Дело в том, что это абсолютно неверно принципиально, потому что вот сама сюжетика, когда грифоны обращены к центральному такому предмету, вазону, да, это древняя иконография. И это очень глубокий содержательный смысл. И превращать этот смысл в картинку выживскую, это значит просто не понимать, с чем ты работаешь. К сожалению, мы хотели с вами завершить на хорошей ноте, но мы опять пришли к тому, что люди не понимают, что делают. Я хотела еще подойти к дому деревянному композитора Танеева, где уже 10 лет не могут. Ну, с этим домом вообще много приключений. Это сруб, который вдруг разобрали и немедленно собрали. Вот. Но там есть еще и окошко, которое закрыто картонками. Помните, Дмитрий, там были такие очень сдержанные абрамцевские наличники. Вот почему редчайший памятник Москвы, как деревянный дом. У нас, кстати, мы идем по Малому Власевскому. В этом крошечном переулке целых 2 деревянных дома. Да, уж такая прям настоящая жемчужина, ближе туда, к Сивцеву вражку. Да. Ну, нет объяснения, потому что по поводу вот этого я тоже еще 7-8 лет назад писала письма очень вежливые, с вопросом, что происходит, почему это закрыто, да, почему не вернуть полно исторических фотографий.
Ну и мы возвращаемся, видимо, да, к главному сюжету нашего разговора, что во главе угла, не будем сейчас приводить цитаты Дмитрия Лихачева, хотя я их приготовила, это уже будет совсем пафосно, и останется только разрыдаться в конце. Во главе всего не только любовь, да, к городу, хотя, наверное, она вообще во главе всего, но еще и вот это классическое образование, Безусловно, которое да. мы теряем на глазах, и область реставрации, область архитектуры. Это вот то, что на поверхности, это предмет нашего сегодняшнего разговора, главный сюжет. Вот у Аверинцева есть замечательная фраза относительно имитации. А привычка к имитации рождает вот, примерно черствость души. Найдите ее. Да, у нас, к сожалению, сейчас не реставрация, а имитация реставрации. Опять моя плохая. Нет, мы закончим Да. на хорошем. Ну, это вы потому сами что смонтируете, да. Мы с Дмитрием в любом случае оптимисты. Почему я настаиваю, что мы с вами оптимисты? Потому что мы этим занимаемся. Да, безусловно. Да, вы фиксируете совершенно блестящий сайт. Мы приложим внизу ссылку на сайт. Я на всех экскурсиях, в общем, как могу, показываю подлинные предметы, метлахскую плитку и блоки фальконье, и приношу фурнитуру. И главный девиз всех моих экскурсий – то, что сохранение подлинного в любом случае лучше того, что будет воссоздано, и тем более недобросовестными руками. Ну, безусловно, и оптимизм внушает то, что и вы наверняка видите, и я вижу, все-таки, пускай небольшая, но заинтересованность людей есть к этому. Без всякого И сомнения. люди к этому тянутся, и есть потребность, есть востребованность общества к этой подлинности. И наша задача просто это поддерживать, это показывать, объяснять. И я думаю, что в этом и залог того, что все-таки мы что-то сохраним. Ура, Ура, верю. да.